С вами Алина, строительная компания Илькем Япым. Сегодня хочу поговорить о строительстве и о землетрясениях. Вчера в наш офис был приглашен специалист, которому мы смогли задать часто задаваемые вопросы вами, которые вы пишете в комментариях, в личных сообщениях, при личных беседах. Ну и также у нас накопились свои вопросы. Начнем мы сегодняшнюю беседу с изучения карты сейсмической активности Турции. Я ее размещу сейчас здесь. Мы с вами видим белую зону. Это самое безопасное место во всей Турции, провинция Караман. Далее следует желтая зона, в которую входит наш город Мерсин. После оранжевая, приближенная к красному, и красной линией отмечены линии разлома тектонических плит. Это места, где происходят сильные землетрясения. До Мерсина доносятся отголоски, такие, которые мы могли наблюдать 6 февраля. И вчера в 8 часов вечера 20 февраля также мы почувствовали небольшие толчки. Длилось это 10 секунд. Мы могли слышать, как стучат дверцы шкафа, или же раскачиваются какие-то предметы, такие как люстра, например, самые-самые чувствительные к любым шорохам. Давайте вернемся к строительству. Любой объект невозможно построить без прохождения 4 стадий экспертиз. Также осуществляется промежуточный контроль на каждом этапе. Если видят какие-то отклонения или несостыковки, застройщику просто не разрешают продолжать строительство. В Мерсине сегодня наш застройщик предлагает приобрести квартиры в таких объектах, которые удалены минимум 250 метров от моря и максимум 600 метров от моря. Это вся линия берега, которая на сегодняшний день застраивается, и эта земля пользуется популярностью, это очень дорогая земля. Соответственно, мы напрямую заинтересованы выполнить свои обязательства перед нашими покупателями, сдать все в сроки и вовремя, и соблюдаем все нормы и стандарты, которые от нас требуют. Итак, с чего начинается строительство? Когда мы приобрели участок земли и планируем реализовать там тот или иной проект, мы должны получить для этого первое разрешение. Приезжают геодезисты, делают замеры, берут пробы, и после их расчетов мы только приступаем к котловану. Котлован делают глубиной 4,5 метра, и над землей он может возвышаться не более чем на 1 метр. Все это пространство пронизано арматурой диаметром 16 миллиметров, и сверху заливается сверхпрочный бетон марки C30/37. На этапе котлована формируют места, где будут в дальнейшем установлены колонны по всему периметру. Их количество зависит от планировки комплекса и устанавливается индивидуально. Когда бетон залит, нужно выждать 28 дней, чтобы он набрал свои свойства прочности. После этого приступают к формированию колонн. Колонны сначала делают из арматуры такой каркас, сверху это все затягивается в деревянные формы. Они еще тоже притягиваются металлическими прутами и сверху заливаются бетон. То есть получается монолитная конструкция. И формируют после 28 дней следующее перекрытие, то есть следующий этаж. Таким путем, друзья, этаж за этажом образуется каркас здания, то есть перекрытие, колонны и перекрытие. Этот прочный каркас может выдержать землетрясение магнитудой 9,5 баллов. Когда будет происходить землетрясение, он будет повторять движение. При этом межкомнатные перегородки и окна могут претерпевать изменений. Но это не страшно, это можно заменить. Самое главное, чтобы выдержали колонны и перекрытие. Это сохранит жизнь. И следующий вопрос, часто задаваемый нашими клиентами: как выглядит крыша здания, что позволяет избежать перегреву на последних этажах. Мы тоже его задали и получили такой ответ. Значит, крыша на последнем этаже делается таким путем. Заливают 10 сантиметров бетона, после прокладывают 5 сантиметров изоляции, и сверху еще заливают 17 сантиметров бетона. Также мы учитываем внутреннюю отделку, гипсокартоновый потолок опускается, что еще образует дополнительное воздуховое пространство
пространство, которое будет сопутствовать тому, чтобы последний этаж не перегревался. Еще очень часто на последних этажах делают технические помещения, которые тоже забирают на себя нагрузку по перегреву. Я надеюсь, сегодняшний выпуск был полезен. Я раскрыла суть самых часто задаваемых вопросов. И если у вас еще остались дополнительные вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, будем разбираться вместе. Ну а с вами была Алина, строительная компания Илькем Япым. До новых встреч!